Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу сегодня вам подарить необычный ритуал. Защита фортуны. Все привыкли, что фортуна – это богиня удачи, дарующая удачу. Почему у нее закрыты глаза? Потому что, когда она дарит удачу человеку, то не смотрит на то, насколько человек это заслуживает. Это то божество, которое одаривает, если желает одарить человека. Если фортуна кого-то полюбила, есть такое выражение любимчик фортуны, любимец фортуны, фаворит фортуны. Это означало, что человек удачливый, что у него все получается, что он поднялся на самую вершину своей славы. Если фортуна покидала человека или отворачивалась, то это означало просто уничтожение человека как личности. Есть, не помню, кто художник, есть такая картина «Фортуна покидает богачей». Это во время, разорения бирж и банков в Америке. По-моему, начало Великой депрессии. И там наглядно показано, как банкиры сидят на лестнице, схватившись за головы. И вниз по этим лестницам туманно, так полупрозрачно спускается фигура фортуны. Она их покидает. Зря считают, что фортуна – это легкомысленная дева. Такой облик фортуны пришел к нам примерно с 15 века. Многие известные, в основном итальянские принчипессы, позировали для фигуры фортуны, то есть как и для изваяния божества, потому что стало модно. Вернулись вот эти древнегреческие, римские, все эти легенды. И художники, скульпторы стали больше уделять внимание и посвящать свое творчество скульптуре божеств. Одна из, скажем, как их называли, натурщиц для скульптуры фортуны была, например, Бона Сфорца, которая еще, будучи незамужней девушкой, позировала для фортуны. Говорят, что она отдавала вместе с приданым дочерям изваяние фортуны как символ удачливости, удачи. Сама она была удачлива. Если вы посмотрите, у многих правителей монеты, первые монеты, которые они чеканили, на одной стороне их лицо, бюст, на другой стороне фортуна. Фортуна, которая притягивает лавровую ветку, то есть ветвь победителя такому-то царю. Например, тот же самый Тигран Великий, он изображается с фортуной на обратной стороне. Первые его монеты Петра Великого. Екатерина несколько раз изображалась в роли Минервы, покровительницы искусств. Но часто мелькает у нее на картинах изначальных, вот примерно средний возраст, когда ей было 30 лет, часто на фоне мы видим фортуну, которая венчает ее короной, венчает ее лавровым, венцом, как победительницу. Есть еще такая картина, где она перед изваянием, перед алтарем богини Фемиды, правосудия, сжигает маковые лепестки. Мак считался символом спокойствия, сна, жизненного покоя. Сжигая мак перед
значит, алтарем Фемиды, художник хотел сказать, что императрица жертвует своим покоем и сном во имя справедливого правления и во имя народа, который доверен ей Богом или богами, как хотите. Ну, то есть имеется в виду, в то время и то часто об этом говорилось, была некая религиозная свобода. На удивление, масонская ложа была в России, ну, об этом потом. Так вот, однако Фортуна грозная богиня. Она не только богиня счастливой судьбы, она еще богиня судьбы вообще в общем и целом. И если Фортуна отворачивалась от человека, то все заканчивалось плохо. Удача была очень важной частью жизни каждого человека. В Древней Руси князья клялись своей удачей, воинской удачей, купцы дорожили своей удачей. Это уникальное божество. Почему? Потому что, например, к богу моря или морей, или океанов в любой культуре обращались моряки или путешественники, которые просто часто любили путешествовать по морям, или рыбаки, то есть люди, которые были непосредственно связаны с морем. Они просили удачи, они просили спокойных, мирной дороги по океану, да. К богам войны обращались люди военные, обращались военачальники, цари, императоры для того, чтобы одержать победу. К богам искусства обращались поэты, писатели, скульпторы, художники и так далее. Но всем этим людям, всех профессий, нужна была удача. Вот удача нужна каждому человеку, каждой профессии. То есть это божество, которое нужна всем. Уникальное божество. Поэтому ее культ я обновила и во многом оживила и вернула. На самом деле это так. Если вы посмотрите даже каналы, сайты на других языках и увидите похожий алтарь, это кофе, благовония, цветы, камни, алтарь Фортуны. Это все уж пошло из ведьминой избы. У всех. Я обновила ее культ, я рада. Она мне с лихвой отплатила за мои труды на самом деле. Конечно же, я для чего это показала миру, чтобы люди правильно к ней обращались. И я рада, что люди последовали этому примеру, да. Другое дело, когда пытаются выдать мои труды за свои изобретения. Это не очень приятно. Но истину не скроешь в любом случае. Так вот, Фортуна еще и очень грозное божество, друзья мои. Поэтому не относитесь к ней легкомысленно. Если она в чем-то, например, она не обидчивая богиня на самом деле, но если в чем-то человек, например, оскорбит ее, ну, я даже не знаю, вот, например, был такой момент, когда женщина написала, что ее сын высмеивал ее алтарь Фортуны. Сейчас точно не помню, по-моему, статуэтку, что ли, он разбил или что. И она сказала, вот твой смех тебе дорого обойдется. И говорит, что он был дома один, ему позвонили в дверь, он открыл дверь, то ли какой-то безумец, что ли, сумасшедший, который разгуливал, потом поймали. Я сейчас точно не помню эту историю, но она мне отправила его руку, фотографию руки. Он укусил его. Он кинулся и укусил настолько до костей. У него прям открытая рана была. И эта рана, улыбка, смех, понимаете? Представляете? То есть, как она сказала, тебе этот смех и улыбка дорого обойдется. Вот похоже на смех и улыбку его укусили. Это предупреждение, что не надо над этим смеяться. Это не смешно. Пользуясь случаем, скажу пару слов насчет разбитых статуэток Фортуны. Не стоит поддаваться панике.
Мы не статуэткам поклоняемся, мы вообще предметам не поклоняемся. Предметы культовые, они стоят для того, чтобы показать наше хорошее отношение к этому божеству, наше поклонение, уважение, да, благосклонность к этому божеству. Ну и в то же самое время мы так создаем некое место связи с миром потусторонним. Это как двери, понимаете? Вот в эту дверь стучишься, открыли. Это как прямая связь с Кремлем. Я не знаю, как вам объяснить. Вы это место уделяете как алтарь. Это место силы. Там находится вся символика, которая вам помогает в этой жизни. Ну и предметы культа. Они должны где-то быть. Если у вас там откололся рог, в конце концов, эти все статуи собраны из различных частей. Приклейте, если красиво смотрится. Одно дело сувенир разбитый, который дома нельзя держать. Другое дело статуя богини. Но если оно разбилось, не надо падать в обморок. Иногда статуи вбирают в себя весь негатив в доме, в семье. Или лопаются, или разбиваются. Просто выносите на улицу все, выкиньте и купите новый. Ничего страшного в этом нет. Это не означает, что она отвернулась от вас. Нет. Это может иметь разные причины, в принципе. Плохо стояла, там, затрясло, полы затряслись, упало. Или оно само было изначально не очень качественное. Старайтесь вообще покупать фигуры не из гипса, а желательно, ну, хотя бы вот из искусственного камня. Но это искусственно так называется, это настоящий камень, просто он склеенный. Из мраморной крошки, из чего? Ну вот из бронзы. Лучше вот свои предметы культа постепенно как бы стараться приобретать из качественного материала, чтобы они, ну, надолго, собственно, были, может, и после вас остались для ваших детей, и как обереги были для них. Так вот, защитная функция, в принципе, в основном у других божеств, у определенных духов, у стражников, которых мы призываем. Но когда вам нужно, чтобы ваши финансы, ваше финансовое вот благополучие было под защитой, вместе с вами, естественно, тогда лучше обращаться к фортуне. От чего это защитит вас? Это защитит вас от определенных мошеннических махинаций, от обмана, от денежных потерь, от каких-то там преследований именно в финансовом плане и прочее, прочее. Ну и, кроме всего прочего, очень поможет вам сохранить ваши деньги, ваше имущество, приумножать, потому что это все будет под защитой фортуны. Время от времени, если у вас есть алтарь фортуны, желательно, чтобы он у вас был, и после, следовательно, это усилит подобные работы. Подходить к ней, зажечь, ну, поставить благовоние перед ней, цветы, фимиам, может быть, масло ароматное, свечу. И начитать, ну, предположим, 3 раза достаточно, начитывать время от времени эту защиту фортуны. А если у вас очень сложная ситуация какая-то в жизни, ну, неурядица какая-то произошла, то желательно читать каждый день, пока это все не решится в вашу пользу. Вы можете наряду с другими работами это проводить, можете только эту работу проводить. В любом случае, это вам даст очень желанный и хороший результат. Итак, заговор следующий. Да, он делится на 2 части, этот заговор, кстати. Одну часть произносите, а вторую часть я привела из древнего обращения, точнее, текст более древнего обращения. Это выписано мной еще давно из римских источников на латине.
Но, в принципе, примерно это просьба защитить. И после того, как вы 3 раза прочитаете на русском языке, вы можете еще 3, ну, то есть вы еще 3 раза прочитайте на латине. Когда-то богиня судьбы по земле ходила, удачу людскую за руку водила. На гору Олимп ее подняла. На горе Олимп стоит серебряный стол. Рядом богиня алмазный престол. На серебряном столе лежит книга золотая. Сама богиня ее читает. Да духов-помощников к себе призывает. И дает им указ, и святой наказ. Идите по миру, найдите Ингу, и защитите ее от всяких напастей. Как будет она мое имя призывать, тут же защиту мою получит. Я буду имя Фортуны призывать. Мне бед не знавать, в огне не гореть, в воде не тонуть. От государева гнева буду спасена. В дороге не пропаду. Буду всегда оберегаема и обласкана судьбой. Как Фортуна приказала, так духи исполнят. Защита Фортуны на мне. Благословение ее всегда при мне. Истина заклята. Произносите, естественно, свое имя. Я здесь свое произнесла. Когда-то богиня судьбы по земле ходила, удачу людскую за руку водила. На гору Олимп ее подняла. На горе Олимп стоит серебряный стол. Рядом богиня алмазный престол. На серебряном столе лежит книга золотая. Сама богиня ее читает. Да духов-помощников к себе призывает. И дает им указ, и святой наказ. Идите по миру, найдите Ингу, и защитите ее от всяких напастей. Как будет она мое имя призывать, тут же защиту мою получит. Я буду имя Фортуны призывать. Мне бед не знавать, в огне не гореть, в воде не тонуть. От государева гнева буду спасена. В дороге не пропаду. Буду всегда оберегаема и обласкана судьбой. Как Фортуна приказала, так духи исполнят. Защита Фортуны на мне. Благословение ее всегда при мне. Истина заклята. Произносите, естественно, свое имя. Я здесь свое произнесла. Когда-то богиня судьбы по земле ходила, удачу людскую за руку водила. На гору Олимп ее подняла. На горе Олимп стоит серебряный стол. Рядом богиня алмазный престол. На серебряном столе лежит книга золотая. Сама богиня ее читает. Да духов-помощников к себе призывает. И дает им указ, и святой наказ. Идите по миру, найдите Ингу, и защитите ее от всяких напастей. Как будет она мое имя призывать, тут же защиту мою получит. Я буду имя Фортуны призывать. Мне бед не знавать, в огне не гореть, в воде не тонуть. От государева гнева буду спасена. В дороге не пропаду. Буду всегда оберегаема и обласкана судьбой. Как Фортуна приказала, так духи исполнят. Защита Фортуны на мне. Благословение ее всегда при мне. Истина заклята. Произносите, естественно, свое имя. Я здесь свое произнесла. Gloria tibi, fortuna gloriosa. Gustode me omnibus, diebus meis. Protege me et dita me. Fidelis ero tibi. Et dicam, gloria tibi magna Dea. Gloria tibi, fortuna
gloriosa. Gustode me omnibus diebus meis. Protege me et dita me. Fidelis ero tibi. Et dicam gloria tibi magna Dea. Gloria tibi, fortuna gloriosa. Gustode me omnibus diebus meis. Protege me et dita me. Fidelis ero tibi. Et dicam gloria tibi magna Dea.